Здравствуйте, друзья! Странный вирус появился в Америке. И снова Хаукола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. Когда у вас начинается кашель, он может стать довольно раздражающим фактором. Особенно, когда этот кашель не дает вам спать по ночам. Тем не менее, во всем остальном, даже при сильном гриппе вы чувствуете себя вполне комфортно. И, как только температура спадет, вы немедленно возвращаетесь к активной нормальной жизни. Однако, к большому удивлению всех врачей, в США появляется некий совершенно немыслимый новый вид вируса гриппа. То, что вы ранее представляли как максимум недельную легкую неприятность, этот вирус превращает в настоящий кошмар, который длится от 4 до 6 недель. Медицинские службы во всей стране сегодня сообщают о росте числа людей, страдающих от очень необычного кашля. Он вызван вирусом и длится от 30 дней до 1,5 месяцев, а в некоторых случаях даже дольше. Доктор Гэри Гросс из медицинской службы Техаса говорит в специальном интервью, что в течение суток к нему обращается по меньшей мере один пациент, страдающий от нового типа вируса. Симптомы гриппа у него протекают немыслимо долго, проходят дни и недели, а он все не поправляется. И поскольку современная медицина не предоставляет врачам никаких надежных средств лечения гриппа, все, чем могут этим несчастным людям посоветовать медики, представляет собой советы типа пить больше воды и принимать таблетки от температуры и кашля. Специалисты по неотложной помощи из медицинского центра Цинциннати говорят то же самое и публично предупреждают общественность о некоем новом вирусе, распространение которого превращается в эпидемию. При этом, ввиду особо долгого протекания, этот новый грипп вызывает у пациентов не просто температуру и симптоматику воспаления верхних дыхательных путей. Через неделю к ним присоединяются отеки, сердечная недостаточность и одышка. Доктор Кеннет Паттон из больницы Bethesda North рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются пациенты, пораженные этим вирусом. Этих людей не интересует вокруг ничего, поскольку все их внимание сконцентрировано на движении ребер. Вы видите визуально, насколько им трудно дышать, поскольку к процессу они подключают и шею, и все другие возможные группы помогающих мышц. Однако, самая большая жалоба пациентов – это длительность вирусного заболевания. Люди вынуждены валяться в постели неделями, что в конечном итоге ослабляет их еще больше и психически угнетает. Теперь врачи США задаются вопросом, что стало источником этого вируса? Является ли он продуктом некой спонтанной мутации, или же это эксперимент по тестированию биологического оружия? Возможно, вопрос вообще стоит в депопуляции Соединенных Штатов. Многие вирусологи и медицинские эксперты совершенно официально пишут и утверждают, что никаких спонтанных мутаций у вирусов не бывает. Например, профессор патологии растений доктор Сирил Бродерик говорит, что вирус Эбола в естественной среде не встречается, что он был намеренно синтезирован, после чего выпущен в Африке в качестве оружия. То же самое эксперты говорят о вирусе СПИДа, о вирусе Зика, первое следствие которого – дети с врожденными дефектами, если женщина перенесла заражение вирусом во время беременности. И эта безумная на первый взгляд идея о планируемой депопуляции подкрепляется заявлениями многих влиятельных людей. Например, Билл Гейтс совершенно открыто заявил в редакционной статье New York Times, что сокращение численности населения может помочь спасти планету. Кроме того, общеизвестен тот факт, что фармацевтические компании, которые за 100 лет не изобрели кроме названий ничего нового, могут заработать миллиарды от таких вспышек, мгновенно выбрасывая на рынок тонны симптоматических таблеток и непонятного происхождения чудодейственные вакцины. Наконец, вирус мог просто сам вырваться из лабораторий. Например, в прессе было совершенно официальное сообщение команды исследователей из Калифорнийского института Скрипса, которые вывели новый смертельно опасный штамм птичьего гриппа, способный заразить в том числе и людей.
А что, если в одной из подобных лабораторий что-то пошло не так? Какая из этих версий появления эпидемии правильная, никто достоверно не знает. Однако, глядя на все происходящее в современном мире, во всех его аспектах, глядя, как таинственные вирусы совершенно спонтанно, без предварительных очаговых вспышек, поражают огромное количество людей, в версии спланированной депопуляции очень трудно усомниться. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Спасибо за просмотр, дорогие мои. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео. А еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки.